Возможно, надо папу менять. Нам очень понравилось мокнуть во время наших съемок, поэтому мы в очередной раз занимаемся, снимаем водные сцены. Смотрите, снимаем дождь у окна. Дима с той стороны стоит со шлангом. Люба здесь по команде включает воду. Ира инженер всего этого. Смотрите, какая тряпочка прикрывает, чтобы вода не текла. А что под тряпочкой? Скотч! Много скотча. Давай, Люб, включай. Включила. И смотрите, у нас дождь и молния. Вообще, да? Что это вы принесли? Подарок. Подарок? Подарок. Так, сын. Вау! Смотрите. Вау, Смотри, это что? Это что? Это ковер? Не может быть. Ты так рад! Так рад! Дим, иди смотри, зайчик. Все, есть привлекательное место. Расправишь? Да. Да. Я вас люблю очень. Вообще, это, конечно, не спонтанная покупка. То есть, во-первых, нам ковер нужен для съемок новогоднего ролика, ну, чтобы создать вот эту атмосферу уюта. А во-вторых, мы вообще задумали сделать здесь небольшой ремонт. Потому что, судя по всему, мы здесь останемся еще на какое-то время, непонятное. Ну и хочется добавить немножко уюта. Хотим покрасить стены, поменять шторы, кинуть ковер, поменять стол со стульями. Мы наняли дизайнера, который сделал нам уже дизайн-проект. Вот так это примерно будет все выглядеть. Скажи, хватит мои деньги тратить, мне и так нормально. Вот ковер купили и хорошо. Вот мы уже начали кое-что помимо ковра понемножку покупать. И, например, вот такое вот зеркало. По-сербски зеркало будет оглядало. Зеркало будет висеть вот здесь вот, а справа и слева, скорее всего, будут шкафчики. В общем, я думаю, в течение пары месяцев вы все сами увидите своими глазами. Потом сравним, что было в проекте и что получилось в реале. Интересно. Ну давайте посмотрим, как они будут себя вести с ковром, когда мы пойдем в магазин. Скрытая камера, новая рубрика. Ну что? А что у вас тут оставили? Пакетики. Нитки уже, смотри. И ты, какие нитки? Вот нитки уже. Разгрыз! Ничего себе! Ну давайте смотреть. Похоже, тут произошло много интересного, пока нас не было, да? Джей! Джей, что это за ниточка? Джей, ну расскажи мне, что это такое? Джей, что это такое, а? Ир, почему ты сидишь в темноте? Ну, света же нет в Европе. Вот так вот? Дорого, всё? да. Дорого. У нас вчера что-то бахнуло, то ли в проводах, то ли в счетчике, ну, в смысле, в щитке. Такой буф. И с тех пор у нас свет Шрёдингера. И смотрите, на кухне свет есть, а здесь свет, видите, нет. Притом вот эти лампочки как бы загораются от умного дома.
но свет не загорается. И то же самое с розетками. То есть розетка за телевизором, все розетки в гостиной тоже не работают. У Любы в ее ванной тоже ничего не работает. Вот, зато работает розетка на кухне, притом одна только. Вот эта. А вот та не работает. И поэтому у нас сейчас все на удлинителях. Мы вчера вообще не снимали, потому что не могли понять, что происходит. А сегодня вот будем снимать, свет будем подключать вот в эти удлинители. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. И да, предвидя варианты, мы все тумблеры пощелкали и как бы в щитке, ничего не произошло. Пришли к нам вчера мастера, сделали все то же самое и сказали: о, это что-то серьезное, и сегодня к нам придет электрик и будет разбираться. Ну, вроде бы сегодня, но так как мы живем в Черногории, здесь люди никуда не торопятся, то надеемся, что хотя бы к Рождеству. Будет еще очень смешно, если они нам стены где-нибудь расштробят или потолок. Типа, ну все равно же их красить собрались, что вам не расштробить их. И скажи, что если рождественский ролик не выйдет к Рождеству, то во всем виновато электричество, а не мы. Точно, да? Сейчас еще у Димы уточню. Правда ведь, что если ролик рождественский не выйдет к Рождеству, то мы не виноваты, только электричество. Да. Ты же Смотрите, какая красивая у нас пальма. Иди сюда. На морскую тематику. Скажи: ура! Свет работает, розетки работают! Ура! Ура! Можно убирать удлинители! Ура! Загружаю уже на канал наш рождественский выпуск. Ну, немножко он задержится, не обессудьте, потому что, скорость интернета... Тут показывает, что 2 гигабайта, а в интернет будут закачиваться 2 часа 40 минут. Насколько я понимаю, причина в том, что очень много приехало беженцев-эмигрантов, и нагрузка на сеть большая, а во-вторых, сейчас начинается новогодний сезон, и приехало уже много отдыхающих в отеле, то есть нагрузка на сеть очень высокая сейчас, поэтому вот так вот. Прошу прощения, надо было это предвидеть. Смотрите новое, уже не новое для вас видео по всплывашке вверху экрана. Мне кажется, оно очень доброе и очень с духом Рождества. Перешел на мобильный интернет, потому что скорость совсем была ужасная. И смотрите, у меня здесь уже отработанная схема. Я вот так вот свой телефон на скотч к окну клею. Вот здесь компьютер. И так обеспечивается максимальная скорость. Уже проверено многими роликами. Вот так вот. В общем, без скотча вообще ничего не работает. Все можно им починить. Так, все, видео уже на канале, а я теперь буду размещать публикацию в Инстаграм. Это тоже не так просто, как кажется, потому что телефон-то приклеен скотчем. Есть, да? Хорошо, что через скотч все работает. Так, что надо ссылку отредактировать, да? Да. Мэтью звонил, хотел пообщаться, а я, видите, занят сейчас чуть-чуть, позже с ним спешусь. Мэтью – это один из наших самых старых фанатов, наш друг, мы с ним уже... У нас еще 1000 подписчиков не было, когда он подписался на наш канал. Спасибо, Мэтью. Все, пост сделан. Все, поболтали немножко с Мэттом, а теперь пойдемте отпразднуем Рождество и выпуск нового ролика. Это было тяжело выпустить его в срок. Вообще мне тяжело работать с дедлайнами. Нам, творческим людям, эти дедлайны, это вообще. Ну что, счастливого Рождества! Merry Christmas, да. Мы потом еще одну отпразднуем 7 января. Ну что, свобода? Да, все, на Facebook видео тоже загрузилось. И можно теперь отрывать телефон от окна.
Всего несколько дней осталось до Нового года, а как всегда навалилось дел. И одно дело максимально важное. В Подгорице открылся Бургер Кинг. Едем есть бургеры. А что может быть важнее причастности к мировой культуре? Конечно. Открытие Макдональдса может быть важнее. Ну да, наверное, открытие только это может быть. Так, что по машине? Ездил я на сервис. Сказали, что нужно менять ступичные подшипники на задних колесах. Ну, как я и говорил, собственно. И там надо менять. Именно они шумят. Но сказали, что пока что ездить безопасно. Но, конечно, Бургер Кинг станет лишь наградой за все остальные дела, которые мы сегодня сделаем. И первое, нам надо забрать нашу тумбочку под обувь и заказать стол. Так как здесь нет Икеи, но есть специальный магазин, называется Любеница. Арбузик, да, это по-черногорски. И они возят вещи из Икеи. Ну, тумбочку нам привезли, но не такую. Но не такую. Она чуть покороче и немножко другая, как бы. Очень похожа, поэтому мы не стали, как бы, заказывать заново, а взяли эту. Ну, это просто черногорский сервис, как бы. Мы уже привыкли к нему. Это нормально. Нормально. То есть с этим бороться бесполезно. Этому нужно либо отдаться, ну, либо уезжать отсюда. Мы хотели еще столик заказать, но подумали, что опять вот какая-нибудь такая ситуация случится, и по пути из Сербии где-нибудь потеряется он или изменится. Как бы столов у нас несколько есть на примете еще, так что, наверное, другой возьмем. Едем на пошту, потому что где-то точно так же по пути потерялся мой объектив, который я купил на eBay. Он где-то валяется на таможне и ждет, пока я его вызволю из лап. Поехали. В общем, что мне сказали, что у них система уже изменилась немножко. Раньше нужно было приезжать вот сюда, платить пошлины, и только после этого все, ну, можно было забрать товар. Теперь, получается, я документы отправил себе по электронной почте, они проверили и сказали, что все, теперь, когда все оформится, моя посылка придет в Будву, и там я оплачу сразу на месте. Ну, будем надеяться, что все так и будет, и что все пройдет четко, потому что очень переживаю, объектив стоит почти 1000 евро, и очень не хочется, чтобы он потерялся или вернулся обратно в Германию. Когда придет объектив, я обязательно покажу вам, что это за объектив, зачем я собираю новый сет объективов. Ну, спойлер, мы хотим снимать короткометражное кино, и нужны немножко другие объективы. Ну все, а теперь едем в БК съесть по-свежему в оперу. Погнали. Слушай, странно, мы тут проезжали и не понимали, что он именно здесь, да, будет? Так, 46 минут у нас заняло то, чтобы сделать наш заказ. Теперь будем ждать выдачу. Всего мы заказали на 11 евро. Вопера большого не было, поэтому заказали Junior маленький. Это обидно. Так, Вопер Junior, значит, 2,50. Средняя картошка евро 20. Пола евро 30. Big King 4,50. Так, а вот дали нам другой чек. Смотрите, двойной чизбургер 3,99. Вот это прям хорошо. Все, пускай теперь все считают индекс Вопера свой. В общем, на все про все ушло 1:13. Самый прикол, то есть ты когда получил чек о том, что ты оплатил, ты стоишь еще одну очередь на выдачу, даешь им чек, и только тогда они начинают собирать, то есть когда ты даешь им чек. То есть здесь нет никакой электронной очереди, то есть все по бумажкам. Это надо, конечно, оптимизировать все. Но вот так, наконец-то можно. Холодный. Холодный? Да. Уже остыть успел? Да, холодный. Ир, снимаешь меня? А ты чё? Ты хочешь поснимать папу? А ты хочешь, чтобы тебя поснимали, да? Вот звезда, вот кинозвезда. Только камеру слышит, даже проснулся, из-под одеяла вылез. Обожаю запах Икеи по утру. Ну все, я справился. Пошлите поставим ее. Вы кто вот так? Ну, попорядочнее стало. Походу, наш ролик сбывается.
Вот он, Новый год и Рождество в субтропиках. Все равно, видите, прикол в чем? Идет ливень, но на окна ничего не попадает. То есть, по-любому нужно было поливать со шланга. Так и смотрите, нам осталось, вот уже 29-е есть. То есть, нам осталось поставить всего 2 лапки. За 30-е, 31-е. И все. Выкинем этот павдомайзер, разобьем вот топором просто. Я не могу уже эти лапки видеть, если честно. Зачем его разбивать? Пусть лежит. Какой следующий челлендж на год? Нет, больше безгодовых челленджей. Это жестко. А давай по видео в день на канал Дина. Да. Так, мы опять без электричества. То же самое у нас произошло, что в прошлый раз. Некоторые розетки работают, некоторые не работают. Но в этот раз мы выяснили, как так случилось. Я принимал душ и выяснил, что вот эта штука бахает. В общем, все из-за нее. Это обогреватель, который обогревает ванную комнату. Чтобы там было по суше и потеплее. Вот какие-то с ним проблемы. Нужно менять этот обогреватель. Зато мы вычислили проблему и теперь решим ее. «31 декабря, погода прекрасная. И несмотря на то, что у меня немного болит горло, мы идем купаться в море. Все. Дин, ты будешь купаться? Да. А ты? Нет. Почему? Глупая, что ли? А ты купаться будешь, сладкий? Нет, не будешь. Ой, потисуски, ой, как клево, скажи. Вот это пенсия. Ой, Вот это Новый год, скажи. Джей, а кто это идет? Кто это идет? Кто там идет? Кто там идет? Дядька Дима. Господи, что ребенку для счастья надо, да? О, Господи, что за день? Гриша, скажи, кузен Гриша. Кузен Гриша. Давай, встречай. Привет. Скажи, привет, кузен. Что за день, скажи, что за праздник какой-то? Это что такое? Вы серьезно говорите мне, что это Новый год? Новый сегодня год. будет? Да. Чуть-чуть тепло, да? Вы меня обманываете. Слушай, ну вообще, если вот еще чуть-чуть добавить это самое сюда туристов с помощью графики, то, блин, 31 июля какой-нибудь. Я могу поработать над этим. Давай, Люб, стой, не двигайся. Давай, рассказывай, как много туристов. Реально лечь. Не двигайся. А, не круто. Да. В камеру смотри. Столько народу, даже при Лечине, где в море не зайти, все битком. Ага, Откуда они взялись? вообще. 1, 2, 3, побежали! Хорошо. Это Дима. Васек, давай вот отсюда. Серьезно? О, это Гриша. Нормально. Так, все, я расставил свет, и мы будем снимать сейчас самую последнюю лапку. 365-ю лапку из нашего 365 дней челленджа. Даже не верится. Вообще, я думаю, что если бы не было этих лапок, то мы бы наверняка выпустили на 1 ролик больше. Потому что, посчитайте, на создание лапки уходит где-то полчаса в день, плюс сколько времени я потратил на монтаж этих коротких видеороликов, на выкладывание на площадку. То есть я думаю, что в сумме как раз ушло время на создание еще одного ролика. Придумал челлендж на следующий год. Это будет челленджем, не придумывать никакие челленджи. Хорошо. Мы готовы! Пацаны, давайте снимать. Голос? Дин! Супер! Джей, ты куда пошел? Поздравляю. Ты ставил первую, ты ставишь последнюю. Чемпион. Криптотрейсы кончились. Криптотрейсы кончились. Все равно их не покупают, малыш.
Ну давай замутим что-нибудь новое. Мы что-нибудь замутим обязательно, но это будут не лапки. Ну хорошо. Ты что, нас не знаешь, мы всегда что-то мутим. Установили наш осветитель, осветительный прибор, чтобы на кухне света сделать. Лампочки-то не работают. И выяснили, что вот эта розетка, которая за диваном, все-таки работает. И повесили гирлянды. Третью надо повесить. Надо третью повесить, потому что на нашем флаге белый снег и синяя река. И все. И смотрите, конечно же, смотрим «Один дома». Первая часть. Завтра на вторую посмотрим, да, Ирина? Ну, профи, а? Профи, молодец. Вообще. Стопудово этот год будет лучше. Потому что хуже-то некуда. С Новым годом. Все, созвонились с родителями по видеосвязи. По Москве отпраздновали. И идем сейчас в город, посмотрим, что там происходит. В 12 часов на Новый год здесь должен быть какой-то супер салют. Будут запускать салюты с кораблей. Типа что-то нереальное будет. Хотим найти место получше, откуда все будет видно. И нам посмотреть, и вам показать. В общем, мы решили здесь на деревянном настиле сесть, где занимаются йогой все. Да, с видом на Будву. И где-то вот здесь будет фейерверк. Совсем скоро, через полчасика. Опачки. Ничего себе. Кто профессионал? Думаю, я в грязь лицом. Ну, думал, да. Давай. Мы с Ирой тренировались. Целый год. Так, 2 минутки осталось. 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом! С Новым годом! О! Смотри. Ого! Ого! Вот это было круто. Да, с корабля стреляют. Он, получается, не в открытом море, а вот здесь стоит рядом. Офигеть. Это подводные лодки. Дедушка Мороз несет подарки, да? Все, Иди. хватит высказы, да? Смотри на Джея. Ир, какой сегодня день? Не знаю. Знаешь. Столько дней прошло после Самый Нового года. лучший день. Как-то после Нового года мы в какой-то прострации, даже не знаю, это какой сегодня день. Понятно. Сегодня 3 января, и мы как бы подытоживаем все эти праздники новогодние моим днем рождения. Сейчас придут гости, которые опаздывают уже на 20 минут. Поэтому мы, наверное, уже по коктейльчику. Делаем вид, что мы их не замечаем. Занято? Привет! Привет, я иду, короче, смотрю на чувака с волосами и думаю, а почему Гриша сидит в другой компании? Я тоже. Мы вот там проходили, я тоже думаю. Он о, идет и такой говорит, наш кто-то есть? Я говорю, не, никого нет. Вот, а я смотрю, вроде Гриша как будто уже здесь. Я сам я такой думаю, а что он отдельно сидит с каким-то незнакомым мужиком? Странно. Ну, это тебе они не знакомы, а Гриша, скорее всего, их знает. Ну, Сейчас скорее придет. Скорее всего, да? Вау. Вы понимаете, что стакан идеально помещается в пепельницу? Это не пепельница, это подстаканник, Подстаканник, да? как в поезде. Привет. Гриш, День рождения. ты тут уже с кем-то... Я тебе покажу потом видосы. Ты тут уже был как бы с другой компанией и вернулся, да. Не побрился. Тут фейковый Гриша, короче, был. Короче, был тип, похожий на тебя. И мы все думали, что это ты. Выяснилась ситуация, почему ты недолюбливаешь магов, потому что Камчатская почта 23 года не могла доставить тебе письмо. Все-таки тебя приняли? Но там отказ, скорее всего. Мы не знаем, что там, поэтому... А если там отказ? Я не буду скрывать, я не выдержу это. Я бы не вскрывал, уже оставил бы так. А, Что они это такое? перепутали, это мистеру Гарри Поттеру. Все-таки ты магл. Вот это разочарование года.
Что, реально написано история Гарри Поттера? Я говорил, лучше не открывать и оставить тайны. Оставим просто в конверте. Ладно, второй подарок максимально Мы аутентичный. реально не знали, что там. И максимально черногорский. Нашли просто как Черногория. Это значит, это квинтэссенция Черногории. Ракичка, что ли? Почти крыжовая рамка. Которая какого-то черта еще и вот такая. Она прям черногорская максимально. Ну да. Для твоих друзей, когда ты переедешь в Америку, чтобы показывать свою семью. Смотри, у меня просто есть... Смотрите, это коктейль называется Old Fashioned Lady. Ну, прям про меня сегодня. Я без трубочек пью. Давайте. За меня. Это, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока мы тут выпиваем. Давайте. За вас тоже. Че, какие у нас обновки? Пиано. Не синтезатор какой-нибудь вам, а пианино. Мое пианино сказать. Мое новое пианино. Не, ну как вы догадались, пианино нам, конечно, для следующего ролика нужно. Джеечка опять будет пианинить. Ир, сегодня самый лучший день. Приходил к нам свет. Посмотрите, свет сделали. Какое сегодня число? 11, 11. 10. 10 дней, короче, мы без электричества провели. Теперь можно все эти провода убирать. Ну, как я и говорил, да, выяснилось, что вот проблема была. О, видите, она вся поржавела, поплавилась уже. Но пока радуемся. Ура! Свет! Все розетки работают. Можно зарядки опять включать. Посуду мыть на холодной воде. Ну да. Я просто в какие-то моменты, я потом другой удлинитель подключил, а вообще в какие-то моменты я вот этими батареями питал ноутбук. Вот до чего дошло. В общем, не кайф. Ты прикинь, у тебя теперь в туалете свет есть. У меня загорелся, боже, как светло. Не надо, значит, Я ослепну сейчас. да, можно в туалет без фонарика. Потом будем ценить это. Да, что нужно для счастья? Так, сегодня прям день радостных событий. Помимо того, что свет сделали, еще и на почту пришел мой объектив. Пойдемте посмотрим, потрогаем его. Но сначала заплатим таможенные пошлины и посчитаем, надо ли сюда еще что-то заказывать или ну его нафиг. Пошта Церногоре. Это звучит гордо. Мы сделали это. Объектив. В принципе, все четко прошло. Заплатили таможенную пошлину 262 евро 75 центов. То есть чуть дешевле 1000 у меня была посылка. И вот 262 заплатили. Если честно, конечно. Но в принципе еще ничего. Ну, конечно, объектив, который стоит 24 тысячи долларов, я не буду сюда заказывать. Но вот еще один за 1,5 я хочу купить. Вот я подумаю, из Японии я его думаю заказать. 135 миллиметров. За эти деньги ты не слетаешь в Японию. И плюс тебе визу не дадут, наверное. В общем, 275 евро не хватит на билет, я думаю. Ну кайф, давайте вскрывать. Так, его упаковали каким-то супер скотчем. Я не знаю, как это вскрыть. Господи, мальчик-запаковщик с eBay. Спасибо. Долго еще. Ну да. 2 hours later. Вот это секс. Да видите, линза уже специально модифицирована под съемку видео, под байонет мой, под фокус-пул все сделано.
Это японская линза 70-х годов выпуска, которую потом отправили в студию, которая ее переделала. На нее снимали какие-то проекты в Германии, а теперь она у меня. Теперь я буду снимать на нее. Шедевры. Я немножко уже поснимал на новый объектив. Это, конечно, кайф. Притом я снимал с обычным вот этим лампочным освещением, не ставил ни свет, ничего. Ну, просто так. Потом обязательно выйду на тесты на улицу. И вот сейчас вставлю какие-нибудь крутые футажи или в картинки. Смотрите. Не, ну красотища, да? Мне очень нравится. Вы представляете, вот просто как это вот вообще уму непостижимо взял и купил себе объектив за 1000 евро. Это ж сколько игрушек. Опять мои деньги транжирят. Никакой жизни у меня с ним нет. Менять отца надо. Этот слишком накладный. Кастинг надо объявлять. Пишите в комментариях свои предложения. Буду рассматривать. Или на почту вот на вот эту присылайте. Свои резюме. Я рассмотрю, возможно, надо папу менять. Это уже ни в какие ворота. Так, ну и новшество. Рядом с моими целями, которые я, конечно, на днях, наверное, сяду, перепишу. Теперь появится вот такая баночка стеклянная, куда я буду закидывать все хорошее, что в этом году произошло со мной. Потому что живем в такое стрёмное время, когда сложно найти что-то хорошее, да, любимый? А потом еще сложнее это вспомнить. Поэтому сейчас берем. Вот смотрите, я получил Canon FD 35 мм f2.0. Сложить надо пополам, да? Чтобы не бросалось в глаза. Оп. Баночку закрываем. Ир, а ты себе завела баночку? Да. Да? Ну, здорово. Теперь эта баночка будет вот здесь стоять. Я буду смотреть, что все не так уж в жизни дерьмово, как мне кажется.